Из точки А и Б, находящихся на одной горизонтальной прямой, одновременно бросили два камня с одинаковыми по модулю скоростями v0 20 метров в секунду. Один из них полетел по навесной траектории, а другой по настильной. Известно, что угол бросания альфа камня из точки А составляет 75 градусов. Смотрите рисунок. Через какое время после бросания расстояние между камнями станет минимальным? Чему равно это расстояние? Укажите на рисунке положение камней в этот момент времени. Ну, давайте этим мы с вами и займемся. Сразу, кстати, обратим внимание, что у нас данные траектории движения являются настильными. То есть, как вы видите, если мы первое тело бросили с начальной скоростью v0 под уголком альфа, то оно попадает в ту же самую точку, откуда и будем бросать второе наше тело под уголком бета. Это очень интересное свойство, то есть так мы с вами сможем найти на самом деле связь между альфа и бета. Потому что можно пинать под двумя разными углами и при этом попадать в одну точку на расстоянии L. Это очень интересное свойство. Но сейчас мы с этим с вами и поговорим. И разберемся. Все, маркер готов, наконец-то. Фух, наконец-то белый маркер. Номер 3 там, да? Или номер 2? Номер 3. Нам известна начальная скорость v0 как 20 метров в секунду. Вместе с этим мне известно, что уголочек альфа у меня выражается как 75 градусов. Прекрасно. Ну и что? Через какое время после броска между ними расстояние станет минимальным? То есть я хочу найти время-то 0. Ну и вместе с этим то самое минимальное расстояние, если мне его требует, да? Чему равняется d-min. Поехали. Тогда первоначально, конечно, нам нужно сделать рисуночек. Без рисуночка я не представляю физику. Тын. Тык-т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 ык. И тогда давайте мы с вами здесь возьмем, изобразим наше первое тело, которое бросим с начальной скоростью v0 под уголком альфа, выраженным как 75 градусов. Поэтому наше тело полетит таким образом. Вроде у меня получилось как-то отобразить эту параболку, это прекрасно. Но из той же точки одновременно с этой скоростью v0, только давайте здесь обозначим, наверное, v0a, потому что это из точки А мы с вами бросаем. Здесь мы бросаем уже под другим уголком, но так, что мы по настильной траектории все равно попадаем в ту же самую точку А. Так, только мне, наверное, это хотелось бы как-нибудь здесь красиво отобразить. Поэтому сейчас будут разные художественные способности, которых нет. Их нужно будет попробовать отобразить. Поехали. Так, у нас вершина параболы где-то здесь. Да. И как-нибудь так. Во! Ну, вроде бы даже получилось, да? Ну так, сойдет. Будем считать, что нормально. И здесь мы с вами берем, пинаем с начальной скоростью v0b. Только, наверное, угол был бы чуть поменьше сделать. Извиняюсь, давайте я сделаю угол чуть поменьше, потому что я знаю, как там должен быть уголочек. Просто нам придется сейчас все равно делать векторный рисунок скоростей. Мне придется их нормально отображать. Ай-яй-яй. Поэтому терпение, ребят, терпение. Так, скорость у нас должна будет пойти, на самом деле, перпендикулярно. То есть как-нибудь так. Здесь у нас будет v0b. Вектор. И отсюда мы пинаем. Тын-т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 ын. Во! Вот так будет получше. Все, у нас получались две такие настильные траектории, это изумительно. Ну и давайте также укажем, что с одной стороны здесь у нас будет уголочек бета, а здесь у нас с вами будет уголочек альфа. Во! Ну, наконец-то, рисунок сделали. И что мы с вами здесь видим? Что, конечно, у нас с вами данные две точки начинают двигаться. Например, точка Б начинает вот таким образом двигаться и в некоторый момент времени оказывается здесь. А точка А в некоторый момент времени оказывается здесь. И мы это можем также, в свою очередь, обозначить.
То есть, например, к некоторому моменту времени мы с вами здесь оказались в этой точке. Это у нас будет скорость VA вектор. А здесь мы с вами в некоторый момент времени оказались здесь тогда. Скорость VB вектор. Но если следить за расстоянием между ними, то давайте попробуем обозначить это расстояние. Тоже не знаю, каким бы цветом. Давайте золотым. И вот расстояние между ними будет вот таким. Так. О, получилось. Вот это будет расстояние до маленькое между ними. Вот меня будет интересовать, а когда же это до маленькое будет минимально? Ну, как вы можете посмотреть на рисунок, если же я буду просто анализировать вот это до маленькое как некоторая функция, может быть, от времени, то это будет какая-то ужасная функция. То есть, если я буду смотреть со стороны Земли, то есть, как вы помните, я говорил, что у нас есть абсолютная система отчета, которую я всегда связываю с царем картошек, то есть самой главной картошкой, у которой мы всегда будем спрашивать, что вообще происходит. Вот, например, у Земли, ей мы будем всегда считать абсолютную систему отчета. У Земли я спрашиваю, что ты видишь? Она такая говорит, мы видим, что скорость точки B направлена сюда, а скорость точки А направлена сюда, и расстояние между ними до маленькое. Мы такие, ну окей, и что делать, и как искать? Сложно, непонятно, ужасно. Как там справляться? А здесь нас будет спасать, на самом деле, относительность. Потому что давайте мы с вами заметим, что оказывается, у каждого из этих тел одинаковое ускорение. И тогда будет некоторое такое интересное свойство, о котором давайте мы с вами сейчас и поговорим. Первое. Давайте мы с вами запишем, что v1 вектор, как у нас будет меняться со временем. Это у нас будет, только здесь не v1 вектор, а va вектор. Это будет v0 a вектор, то есть наша начальная скорость первой точки, плюс вектор gt. Это наш вектор скорости к некоторому моменту времени. Это для точки А. Также давайте запишем для точки Б. У нас скорость точки B будет выражаться как v0b вектор плюс вектор gt. Угу. И тогда давайте попробуем понять, а что у нас будет происходить с точки зрения относительности. То есть давайте мы с вами попробуем перейти в систему отчета какого-то из этих тел. Ну, например, давайте перейдем, вот я сейчас думаю, в систему отчета какого тела было бы круто перейти, чтобы не загромождать рисунок. Наверное, чтобы не загромождать рисунок, мне было бы перейти в систему отчета первого. То есть давайте перейдем в систему отчета нашего А. Это что обозначает? Давайте я напомню по вчерашним выкладкам, которые я делал по теории. Это обозначает, что у нас сам по себе есть первоначально абсолютная система отчета. За абсолютную систему отчета мы давайте с вами будем выбирать Землю. То есть именно у Земли мы с вами будем спрашивать, что у нас вообще происходит в этой жизни. X, Y, Z. Здесь у нас Земля. Угу. Она является неподвижной системой отчета, ну или по-другому, как абсолютная система отчета. Об этом я говорил вчера. А вот за подвижную систему отчета, то есть за систему отчета, в которую мы с вами переходим, мы давайте будем принимать наш первый камешек, только будем считать, что этот камешек у нас будет двигаться поступательно. Ну или будем переходить в такую систему отчета, которая будет двигаться именно поступательно, потому что с точкой мы не можем всегда связывать систему отчета, мы можем связывать только с телом. Вот здесь будет x', y' и z'. И нас теперь будет интересовать, а что же будет видеть вот эта точка А? То есть что там бросают? Камень. То есть мы будем считать, что камень — это какой-то материальный объект, он имеет размеры. В данном случае он будет двигаться поступательно, потому что у нас система отчета не будет вращаться никак. И вот нас будет интересовать, а что же будет видеть вот эта система отчета? То есть Земля-то ладно, она видит вот такую красоту, которую я здесь отобразил. А вот что будет видеть именно он? То есть именно вот эта точка А. Ну или вот этот камень А. Непонятно. А на самом деле понятно. Нам просто нужно взять, записать закон сложения скоростей, из которого мы с вами поймем, а что будет видеть наша камень А. Поэтому здесь тогда записываем вторым пунктиком закон сложения скоростей. Закон сложения скоростей. Закон сложения скоростей я буду записывать для моей точки B. То есть для нее.
у нее в некотором момент времени будет скорость ВБ, правильно? И это та скорость, которую будет видеть именно Земля. Поэтому она и будет являться абсолютной скоростью в нашем случае. То есть мы можем написать, что скорость точки B у нас будет раскладываться на какую? На относительную скорость. То есть та скорость, которую будет видеть в нашем случае вот этот камень А. Пишем здесь V от n вектор. Плюс переносную скорость. Но в данном случае, если мы с вами считаем, что камень двигается поступательно, то скоростью переносной у нас будет являться через скорость переносной системы отсчета, ну или по-другому как VA вектор. Только, наверное, мне нужно было не в начале здесь изобразить, а вот здесь. Вот, а за подвижную систему отсчета я возьму камень, у которого есть свой размер какой-то. Так, x штрих, y штрих, z штрих. Вот и получается, что скорость нашей точки, за которой мы с вами наблюдаем, ее абсолютная скорость, то есть то, что видит Земля, вот мы с вами стоим на Земле, мы видим это. Она выражается как сумма относительной скорости, то есть той скорости, которую будет видеть вот этот камень, плюс переносной скорости, а переносной скоростью является скорость этого камня. Вот и все, поэтому отсюда я могу выразить относительную скорость в некоторый произвольный момент времени t. Относительная скорость будет выражаться как vb вектор минус va маленький вектор. Так, ну давайте подставим наши скорости, которые я здесь записал, и получаем, что относительная скорость вот он, вектор, у нас будет отображаться как v0b вектор плюс, в свою очередь, вектор gt. Потом минус. Потом мы с вами вычитаем вот эту скорость. Получается минус v0a вектор плюс вектор gt. И сейчас давайте мы с вами увидим некоторую волшебную магию. В чем будет заключаться волшебная магия? Так в том, что, оказывается, у нас GT сокращается. То есть давайте заметим, что, в свою очередь, это равенство у меня просто будет выражаться как V0B минус V0A. О как! То есть, как вы видите, у нас нет никакой зависимости от времени. То есть, получается, если я рассматриваю какой-то произвольный момент времени t, движение моего камня B относительно камня А, то у меня эта относительная скорость, она не зависит от времени. То есть давайте мы с вами запишем, что V вот он, вектор, у нас не зависит от времени. Это можно записать вот таким образом. То есть V вот он не является функцией времени. А значит тогда у нас со временем эта относительная скорость никак не меняется. То есть получается наша относительная скорость, выраженная как просто разность начальных скоростей, это будет константа. Минус V0a. И давайте подпишем, что это будет константа вектор. А в чем здесь будет главная суть? Так в том, что если у нас относительная скорость равна константе, то получается относительно вот этого камня мы с вами двигаемся вдоль прямой. То есть получается у нас движение будет равномерным и прямолинейным. То есть мы пишем, что следовательно, относительно камня А, камень Б движется равномерно и прямолинейно. Равномерно и прямолинейно. Прямолинейно. О как! Здесь напишите 2 плюсика, если вы с этим согласны. Как минимум, помните, это тот случай, который я записывал на самом первом занятии, что если у нас скорость равна константе по вектору, то тогда мы с вами движемся вдоль прямой с постоянной скоростью как по модулю, так и по направлению. Это очень круто. Так, что тогда я могу получить? Тогда давайте попробую это все изобразить как раз на нашем рисуночке. Только вот эту часть я уже сотру, потому что, я думаю, мы уже поняли с точки зрения теории, как это я применяю. И что тогда у меня будет? Так, это стираем.
прямолинейно, потому что вектора что? Что значит потому что вектора? Нет, я напомню, если ты смотрел первое занятие, то я напомню, если у тебя вектор v равен константе, ну, в данном случае это вектор v относительный, то у тебя в этом случае движение как раз будет происходить вдоль прямой. То есть вот у тебя ты двигаешься в одном направлении с постоянной скоростью. Ну вот, например, я не меняю свое направление и модуля. Я двигаюсь со скоростью 5 км в час вперед. У меня движение прямолинейное. Или опять назад. Со скоростью 5 км в час я двигаюсь прямолинейно. И с постоянным направлением, потому что у меня это векторная величина. Вектор в себе содержит как направление, так и значение. Вот. Это было как раз на первом занятии. Объяснил? Ок. Ага. И здесь вот мы и получаем, что в системе отсчета первого камня, то есть в системе отсчета этого камня, он будет видеть, что скорость вот этого, она постоянная как по направлению, так и по модулю. И вот давайте мы с вами попробуем понять, а куда же будет направлена скорость этого камня относительно камня А. Для этого мы с вами выразим, что V это есть, получается, V0B минус V0A. То есть, или с другой стороны, это будет V0B плюс минус V0A. То есть, получается, мы к вектору V0B должны прибавить вектор минус V0A. Ну, давайте я это попробую здесь отобразить в векторном формате. Так, у меня этот... Нет, у меня это не пишет еще. Извиняюсь, только привез маркеры. Я их еще не успел расписать. Так, давайте. Просто иначе белый здесь уже будет совсем не в катку. Так, зато потихонечку мы распишем маркеры. Так, давай. О, уже что-то идет. Вот. И сейчас зато мы с вами поймем, а куда же будет направлена, в свою очередь, скорость относительная. И как мы с вами будем двигаться. Давай. О, что-то пошло. Пошло. Давай же. О, поехали. Так, прибавляю минус V0A. Ну, правда, он вот так вот, да? Ой, зря я старался. Тогда еще раз. Так, у меня направление такое. То есть вот так вот должен будет пойти. Во, как-нибудь так. Да, так будет получше. Ага. То есть вот так у меня в свою очередь будет направлено вектор минус V0A вектор. Ну и тогда я понимаю, что вектор вот он, выраженный как V0B минус V0A, у меня будет смотреть вот сюда. Это будет V вот он. Но это обозначает, что если мы с вами сядем в этот первый камень, то он будет видеть в свою очередь, что он сам по себе покоится, а мы относительно него будем двигаться чисто вдоль вот этой прямой. Вот это пау. Где, конечно, наш вектор S относительный будет просто выражаться как V вот он помноженное на время. То есть, если я изображу к некоторому моменту времени t, как в данном случае, то я получаю к некоторому моменту времени t, мы с вами пройдем вектор S относительный. S вот он вектор, выраженный как произведение нашей относительной скорости на время. Почему я просто могу брать произведение скорости на время? Потому что у меня скорость равна постоянному значению. Как по направлению, так и по модулю. Я знаю, что у меня S относительный, то есть вектор перемещения относительно нашего камня А просто отображается как произведение скорости на время. И получается, что к некоторому моменту времени t наш камень А, он и будет видеть, что мы с вами прошли вот такое расстояние. Ну и значит, к этому моменту времени t наше расстояние между ними будет выражаться как d маленькое.
Ну и, кстати, обратите внимание, вот как это все будет выглядеть. То есть в действительности, что мы будем видеть? Мы будем видеть вот так. То есть они будут располагаться вот в этот момент времени здесь. Но камень, что будет видеть? Камень будет видеть, что вот он покоился на месте, так и покоится. А относительно него камень B двигается вдоль этой прямой, и значит к моменту времени t камень B окажется в этом месте. Вот. И остается только вопрос, а когда же вот это расстояние будет минимально? Но я думаю, здесь уже ответить на этот вопрос будет максимально легко. Потому что расстояние между камнем А и камнем Б окажется минимально в том случае, если у нас это будет перпендикуляр. То есть здесь у нас будет d минимальное. Потому что дальше наше расстояние будет увеличиваться, а здесь в данном случае наше расстояние потихонечку уменьшается. Вот. И нас будет интересовать момент времени t0, к которому мы как раз и достигнем этого минимального значения по времени. И давайте попробуем это здесь показать. То есть мы с вами возьмем к этому моменту времени, пройдем вектор перемещения, выраженный как v относительное, помноженное на время t0, потому что именно спустя время t0 мы с вами достигнем минимального расстояния между этими двумя точками. Вот. Здесь напишите это два плюсика, если вы понимаете, как я это в свою очередь здесь показал. Что в системе отчета нашего камня А наш камень B будет двигаться вот таким образом вдоль этой прямой. Значит, минимальное расстояние это будет перпендикуляр, опущенный на вот эту прямую. Ну а спустя время t, значит, t0, когда мы с вами достигнем t минимальный, мы пройдем относительно камня А вот такое перемещение. Вот. Поэтому давайте мы с вами попробуем это как-то записать. То есть вот мы здесь записали, что v относительно у нас выражается как константа. Значит, относительно камня А у нас камень B движется равномерно и прямолинейно. Следовательно, S относительное, то есть вектор перемещения, который пройдет камень B относительно А, у нас будет выражаться как произведение нашей относительной скорости на время t. Вот. Это хорошо. Теперь пишем третий пунктик. Из геометрии данной системы, которую мы с вами здесь отобразили, мы можем сказать, из геометрии системы мы получаем, что у нас d равняется d минимальному, если d маленькая, ну или как бы обозначить, если d маленькая, это высота, или давайте скажем так, если d маленькая, это перпендикуляр во. Да, если d маленькая, это перпендикуляр к нашему s от. Так, если d маленькая, перпендикуляр к s от. Вектор. Это мы с вами показали здесь на рисунке. Только мне нужно будет здесь убрать, наверное, условия задачи. А то она уже мешается. Вот. А тогда можно будет ввести такое понятие, как уголочек гамма. Давайте вот здесь вот я напишу, что у нас будет уголочек гамма. И мы можем с вами посмотреть на вот этот большой прямоугольный треугольник, который у нас здесь отобразовался. Тогда, что я могу здесь сказать? У меня образуется вот такой прямоугольный треугольник. Вот. Здесь у меня прямой угол. Здесь у меня, получается, сторона будет выражаться как v от n, помноженное на время t0. Здесь у меня сторона выражается как дальность полета. Ну или, в свою очередь, как начальное расстояние между этими двумя точками. Ну, а здесь у меня будет мое минимальное расстояние d-min. Тогда, как я уже ввел, пусть здесь будет уголочек гамма. Это будет угол между горизонталью, то есть между вот этим расстоянием L и нашим относительным перемещением. Тогда, посмотрев на этот рисуночек, конечно, делаю вывод, четвертый пунктик, ну или можно считать, что тогда у меня d минимальная будет выражаться как произведение L на синус угла гамма. Это будет произведение L на синус угла гамма.
Или же, если мы еще хотим найти время t0, то я могу записать, что v от n помноженное на время t0 у меня будет выражаться как произведение L на косинус угла гамма. Вот. И как вы видите, моя задача, видимо, найти вот этот уголочек гамма. Потому что, зная его, у меня уже хоп, и задача в элементарную часть превратится. Так, здесь напишите мне так гамма, если мы с вами поняли, что я здесь получил с точки зрения относительности. Потому что относительность тогда у нас здесь готова, она нам помогла понять, когда у нас будет минимальное расстояние. Ну и, кстати, если говорить про то, что мы с вами будем видеть в реальной жизни, то есть здесь я изобразил картину того, что будет видеть точка А. Она будет видеть, как относительно нее движется точка Б по такой прямой. А вот что мы будем с вами видеть в системе отсчет Земля? В системе отсчет Земля мы должны увидеть, что расстояние между ними будет такое. Вот, а значит, я должен это взять здесь как-нибудь отобразить. То есть, видимо, здесь будет наше минимальное расстояние. То есть я должен взять, изобразить то же самое минимальное расстояние. Потому что, как вы помните, у нас при переходе в другую систему отсчета расстояния не меняются. Вот, расстояния не меняются. Поэтому, получается, минимум расстояния будет здесь. Вот. То есть, получается, вот в этот момент времени у них расстояние будет минимально. То есть я расстояние ровно так же отображаю, вот оно. Ну, почти. И будет это прекрасно. Но это то, что мы с вами увидим. А это то, что будет видеть точка А. Фух. Жду-то гамма. Если с этим разобрались, если что, ставьте минус. И тогда погнали разговаривать с точки зрения кинематики. Потому что нам же не зря сказали, что уголочек альфа нам известен. И при этом нам известно, что скорости у них начально одинаковые. И вместе с этим мы с вами знаем, что у нас они двигаются по настильным траекториям. Наверное, это нам что-то здесь даст. Поэтому тогда всю эту часть я стираю. И переходим к кинематике равноскоростного движения. Поехали дальше писать. 4-й пунктик. Рассмотрим равноускоренное движение камней. Равноуск движение. Давайте, если вы не против, я изображу еще один рисуночек, чтобы здесь нам ничего не захламлять. И что мы с вами можем здесь получить? Давайте я его только уже сделаю поменьше по объему. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Оп. Получается, первый у нас полетит вот этой большой траектории, а нижний у нас полетит по вот этой маленькой траектории. Так, изображаем. Здесь у нас, получается, будет v0 А-вектор. И если говорить про v0 А-вектор, то его вектор перемещения у нас будет направлен вправо. Правильно? Потому что нас будет интересовать суммарное перемещение здесь, S-А-вектор. И тогда что мы с вами можем здесь зафиксировать? Но, как вы понимаете, можно это попробовать здесь выразить с точки зрения векторного треугольника перемещений или с точки зрения скоростей. Ну, вот как здесь будет лучше? Ну, давайте с помощью векторного треугольника скоростей. То есть сначала разберемся с камнем А. Камень А. Мы получаем, что вектор перемещения для камня А, если мы с вами полностью здесь упадем, будет выражаться как наша начальная скорость v0 вектор А, помноженная на время t полета, потом плюс, даже давайте ta, плюс 1/2 на вектор g ta в квадрате. Можем изобразить это в случае равноускоренного движения. Получаем, что у нас к вектору v0 а вектор помноженный на время ta мы должны прибавить 1/2 g вектора на ta в квадрате. И получим тогда суммарный вектор s-вектор нашего перемещения SA. Ну и вместе с этим вспомним, что здесь мы с вами бросали под уголком альфа. Тогда здесь будет уголочек альфа. Так, я хочу выразить вот эту дальность, потому что SA по модулю это мне дает как раз дальность полета от начальной точки до конечной точки. Как я это могу сделать? Ну, наверное, давайте попробуем избавиться как-то от времени, но тогда я должен просто 2 раза записать синус альфа и косинус альфа.
то есть синус альфа. Это у меня выражается как 1/2, ну или g ta в квадрате, деленное на 2 в 0 синус альфа. Ой, какой синус альфа? 2 в 0. 2 в 0. И просто ta. Да. Так, 2 в 0 на ta. Почему я здесь написал просто v0? Потому что, как вы помните, по условию нам сказали, что модули наших начальных скоростей, они одинаковые, равны v0. Поэтому отсюда я делаю вывод, что у меня просто gta, деленное на 2 v0, будет выражаться как синус угла альфа. А значит, я могу выразить, например, время ta, чтобы как-нибудь потом от него избавиться. Получаем 2 v0 синус альфа, делим на g. А теперь же давайте мы с вами запишем косинус. Косинус альфа. Косинус угла альфа у меня отображается как отношение моего нижнего катета к гипотенузе. Нижний катет по длине равен, в свою очередь, дальности L большое. То есть пишем, что это дальность L большое, деленная на V0 ta. Ну а значит, делаю вывод, что дальность L большое у меня выражается как V0 ta на косинус угла альфа. Надеюсь, я там поместил. Да, я там поместил. Ну и видим, ta мне известно, значит дальность полета у меня выражается как 2 v0 в квадрате на синус угла альфа на косинус угла альфа. И все это мы берем, делим на g маленькое. Здесь напишите L большой, если вы поняли, как я выразил в данном случае нашу дальность полета. Так, жду-то здесь L большое. Вот. И что мы с вами тогда здесь видим? Что я могу взять и 2 синус альфа, косинус альфа представить как синус двойного угла. Помните, я это уже писал на баллистике. Поэтому я тогда получаю, что L большое у меня просто выражается как v0 в квадрате на синус двойного угла. Альфа, все деленное на g. Но это мы с вами получили для точки А. Но в чем прикол? Если вы будете писать все аналогично для точки Б, то что вы сможете получить? Давайте здесь изображу. Если мы с вами будем брать и пинать, в свою очередь, точку Б, то есть камешек наш Б, то он, в свою очередь, имеет будет начальную скорость v0b вектора направленную вот сюда. Уголочек здесь будет бета. А вектор перемещения для него у меня будет горизонтален. И будет идти вот так вот влево. Это у меня будет SB вектор. И как вы можете понять, у меня будет ровно аналогичная ситуация. И тогда я могу написать, что аналогично я понимаю для камня B. Ой, только у меня здесь места нет. Вы можете ниже написать, но давайте я здесь, наверное, напишу, что аналогично. Аналогично для камня B. Аналогично для B. Я получаю, что дальность полета у меня будет выражаться также. Моя начальная скорость в квадрате, она будет такой же, то есть v0 в квадрате, на синус двойного угла, уже в этом случае бета. И все это я беру и делю на g маленькое. Вот, здесь-то напишите бета, если мы с вами согласны с тем, что для точки B у меня аналогично будет все рассуждаться. Потому что вы ровно так же все это можете изобразить и получить это отображение. Тогда давайте я это все сотру и скажу, что у меня эти две штуки равны, а значит синус двойного угла у меня будет равен синусу двойного угла бета. Только самая частая ошибка, что здесь люди говорят, что так 2 альфа равен 2 бета. Но нет, здесь это будет уже неверно, потому что мы с вами здесь уже работаем с углами, которые могут быть как острыми, так и тупыми. Так, поехали, тогда все это буду стирать. Так, получаем, что тогда у меня v0 в квадрате на синус двойного угла, деленное на g, будет равен
v0 в квадрате на синус двойного угла бета, также деленное на g. Ну и, конечно, у меня все сокращается, кроме синусов. Соло на вебе, то есть так, сокращается. Я получаю, что синус 2 альфа равен синусу 2 бета. О как! И самая частая ошибка, как я уже сказал, что 2 альфа будет равен 2 бета. Но нет, это не так. Потому что здесь давайте мы с вами вспомним такое интересное выражение. Давайте под скриптом. У вас есть такая вещь, что синус 180 градусов минус альфа равен синусу альфа. Вот есть такое интересное свойство. И как вы видите, у меня 180 градусов минус альфа здесь, а здесь альфа. В данном случае у меня, значит, какой-то из этих углов выражается как просто 180 минус другой. Поэтому мы с вами можем написать, что, следовательно, у нас, например, 2 альфа, он просто выражается как 180 градусов. Сейчас я подумаю, как бы это нам описать. Давайте я сначала лучше так напишу. То есть вот мы с вами можем указать, что это будет уголочек бета. И у нас тогда получается, что синус угла альфа равен синусу угла бета. Поэтому, как вы можете заметить, у меня что будет здесь выражаться? Что бета у меня равен 180 градусов минус альфа. Но это, конечно, при условии того, что если у нас один из этих углов будет тупым. Если же будут оба острых, то на самом деле можно будет сказать, что бета будет равен альфа. Но это если говорить про оба острых. Но в данном случае я показываю, что как раз таки наш случай, он будет удовлетворять тому, что у нас просто 2 альфа будет выражаться как 180 градусов минус 2 бета. Это самое важное соотношение для данной задачи при носильных траекториях. Это, кстати, может встречаться в кинематике, то же самое в баллистике. Вот. Но еще раз отмечу, почему у меня здесь 2 альфа не равен 2 бета. Потому что если бы у меня углы были бы одинаковые, то у меня траектории были бы абсолютно одинаковые. Но, как видите, у меня уголочек бета, он меньше, чем альфа. Раз он меньше, то он точно не будет равен альфа. А значит, тогда будет выражаться вот это равенство. Поэтому из него мы с вами видим, что если я возьму и поделю на, например, на двоечку, то у меня альфа будет равен 90 градусов минус бета. Ну или еще по-другому, я тогда получаю, что альфа плюс бета это 90 градусов. Давайте я отделю вот этой части от подскриптума, чтобы мы с вами не путали. Вот. Отсюда следует, отсюда следует. Все, то есть мы с вами получаем, что оказывается у нас эти два начальных вектора скорости, они будут суммарно образовывать 90 градусов между друг другом. Потому что альфа плюс бета равен 90 градусов. Ага, а значит тогда я могу здесь это в свою очередь и показать. Ну или давайте я попробую изобразить отдельно вот этот векторный треугольник. То есть у меня будет пунктик, не помню, 4 что ли. Мы с вами получили вот такой векторный треугольник, что у нас вектор начальной скорости точки B, ну или камня B. К нему мы прибавляем вектор начальной скорости камня А, только минус v0a вектор. И получаем вектор относительной скорости. Я вот там изобразил красным. Вот он вектор. Ага. Тогда, если я изображу здесь горизонталь, то что мы сможем здесь в свою очередь сказать? Во-первых, мне известно, что здесь будет уголочек бета, потому что мы камень B бросаем под уголком бета. Это нам было сказано по условию в свою очередь. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что я выбрал за уголочек гамма как угол между относительной скоростью и горизонталью. Значит, здесь у меня будет уголочек гамма. Ну и при этом, что очень важно понимать, что, как мы с вами получили, уголочек альфа плюс бета равен 90 градусов. Но у нас угол альфа, это есть угол между начальной скоростью точки А и горизонталью. Значит, это уголочек альфа. Он у меня будет таиться здесь. А значит, тогда, если я, например, посмотрю на вот этот треугольник,
то я пойму, так как альфа плюс бета 90, то на третий угол у меня остается чисто 90 градусов. А значит, я получаю главное свойство, что здесь у меня будет 90 градусов. И при этом мне сказали по условию, что у меня это начальная скорость V0 и это начальная скорость V0 по длине. То есть здесь у меня V0 и здесь у меня V0. То есть у меня здесь получается равнобедренный треугольник, у которого при вершине здесь 90 градусов. А раз это так, то я понимаю, что здесь у меня сумма углов бета плюс гамма равняется чему? Равна 45 градусам. Здесь напишите 45, если вы с этим согласны. То есть, посмотрев на этот равнобедренный треугольник и поняв, что у нас здесь 90 градусов между нашими начальными скоростями, я, конечно, понимаю, что здесь у меня уголочек будет равен вот этому уголку. Не знаю, каким бы цветом это обозначить даже. Давайте сделаю так. Здесь альфа вот такой вот, а 45 градусов это будет такой угол. Вот он. То есть здесь по 45. Вот, это самое главное для нас свойство. Потому что при этом я еще знаю, что бета это 90 минус альфа. То есть отсюда я понимаю, что бета это 90 минус альфа. А значит, как вы понимаете, посмотрев на эти два выражения, я вот так бам, и сразу получу значение для уголка гамма. Поэтому давайте я поставлю уголочек бета и получу. Смайлик изобразили, порадовались. И получаем, что уголочек 90 минус альфа плюс уголочек гамма, это будет 45 градусов. Отсюда я делаю вывод, что у меня, если альфа и гамма я перекину направо, 45 перекину налево, у меня получается 45 градусов. Будет выражаться как альфа минус гамма. О как! Ну или отсюда я получаю, что уголочек гамма у меня будет выражаться как альфа минус 45 градусов. Это самое главное для нас соотношение, которое мы с вами здесь получили. Только давайте я его немножечко здесь перепишу еще раз. Хотя я на самом деле мог бы это отсюда сразу сделать вывод. Ну ладно. Так, получаем, что гамма выражается как? Получается альфа минус 45. Минус 45 градусов. А в чем главный плюс этого выражения? В том, что мы альфа с вами знаем как 75 градусов. Потому что это мне тогда будет давать 30 градусов. Вот как. Это самый главный результат, который мы с вами здесь получаем. Так, здесь напишите мне гамма, если мы согласны с тем, как я получил 30 градусов. Ну и тогда все, можно считать, вся задача наша решилась. То есть пишем пунктик 5 и вспоминаем. Ой, что d минимальная. d минимальная у меня выражается как L на синус угла гамма. Ну а в данном случае, так как это 30 градусов, то синус 30 это будет 1/2. То есть 1/2 L большое. Вот, а если говорить про v относительно t0, то это у меня выражается в свою очередь как L на косинус угла гамма, а значит косинус 30 или корень из 3 пополам на L. Вот. Остается только разобраться с тем, что такое L, и с тем, что такое V-отон. Но с V-отон на самом деле легко, потому что мы же с вами здесь получили прямоугольный треугольник, у которого две стороны одинаковые, то есть два катета одинаковые. Поэтому мы на самом деле из теоремы Пифагора сможем найти V-отон просто вот так моментально. Даже, наверное, я как-нибудь здесь попробую отобразить. Давайте здесь через точку запятой. Я покажу, что V0 в квадрате плюс V0 в квадрате по теореме Пифагора это будет V-отон в квадрате. Ну а значит V-отон у нас выражается как корень из 2 V0. Вот. Это если мы с вами получим из этого соотношения, ну или теорему Пифагора для этого треугольника. Поэтому мы можем, в свою очередь, это здесь и подставить.
То есть получить, что у нас будет корень из 3 пополам v0-то 0. Это будет корень из 3 пополам на L большое. Только здесь не корень из 3, а корень из 2. Да. Так, корень из 2. Так, корень из 2. Во! Ну и отсюда можно будет выразить время-то 0. Получается, время-то 0. Я получаю в таком формате, как? Это корень из 3. Только давайте я сразу корень из 2 помножу на двоечку, это получается корень из 8. Значит, я могу это подставить в таком формате, как L, деленное на V0, помноженное на корень из 3/8. Вот. Так, здесь напишите нолик, если вы согласны, как я получил выражение для времени t0 и как я получил выражение для минимального значения dmin. Остается подставить L и радоваться жизни. Ну а L нам также известно, потому что мы его только что уже выразили. У нас же соотношение для v0 в квадрате синус 2 альфа, это было L большое. Поэтому тогда мне нужно что-нибудь здесь достереть. Ну, наверное, давайте я сделаю вот этот нижний рисунок, я уберу. И получу тогда, что мне нужно. Так, это не надо. Угу. Стираем. Так, нет. В чем вопрос? С чем вопрос? Заодно баллистику ты у меня слушал или в чем трабл? Вроде это значит не понял. Мне нужно, чтобы прям понял. Скажи, что тебя взяло в нет. Математика тебя взяла в нет или кто? Так. Напиши просто пунктик. Как ты видишь, у меня все по пунктикам здесь написано. И ты можешь мне просто указать 4-й пунктик, 5-й пунктик, 3-й пунктик. В каком пунктике ты такой, типа, ну, вроде бы окей, а вроде бы нет. То есть где у тебя появляется такое желание, как сомнительно, но окей. Просто я, как заметил, ты вроде то пишешь, что не пишешь. И почему 30 градусов? Ну, потому что 75. Я же сказал, альфа у меня равен 75 градусам. А значит, альфа 75 минус 45 будет 30. Но я уже сказал, альфа это 75 градусов, минус 45 получается 30. То есть смотри, если я спрашиваю, то есть вот здесь вот я как раз таки, как я понимаю сейчас, ты в онлайне. Тогда, как только я говорю гамма или так далее, ты либо пиши минус, либо пиши гамма, потому что когда ты не писал, я подумал, может быть, ты вышел. Потому что если ты не пишешь, я думаю, либо тебе понятно, и ты не пишешь, либо ты вышел, и ты не пишешь. Вот. А если ты бы написал бы минус, то я бы с радостью такой, ага, что-то не то. Я бы, может быть, по-другому сказал. Окей? То есть давай тогда так. Если я что-то, типа, там пишем L, то пиши, а то я что-то сам начинаю не понимать, что понятно или непонятно. Потому что я объясняю, иду дальше. Так, ну и продолжаем-то нашу писанину. Пунктик 6. Вспоминаем, что L-то нам известно как v0 в квадрате синус 2 альфа. Вот. Деленное на g. Но при этом мне альфа 75 градусов также известен. А значит, тогда я могу написать, что это будет v0 в квадрате на синус скольки? 75 плюс 75 это будет 150 градусов. Но в чем есть волшебство? Так в том, что у вас, ребят, синус 180 минус альфа равен синус альфа. А 150 градусов это есть в данном случае как 180 минус 30 градусов. А значит, я могу это переписать в таком формате, как v0 в квадрате на синус 30 градусов, деленное на g. А значит, я получаю, что это просто у меня будет v0 в квадрате, деленное на 2g. Вот. Зная L, я уже нахожу значение. То есть мы-то опишем, что тогда d минимальная у меня будет отображаться как 1/2 L, или же по-другому, как v0 в квадрате, деленное на 4g. Это будет ответ на первого подзадачи, ну или в данном случае второй.
Можем, кстати, численно посчитать. То есть это у нас будет 400 метров в квадрате на секунду в квадрате. Все это мы с вами делим на 4, на 40, на 10. Ну и получаем на 40, получается просто 10. Да, 10 метров. А если же говорить про время Т0, то время Т0... Где у меня место? Места нет. Давайте там. Вы просто пишите ниже. Время Т0 у меня выражается как L, деленное на V0, ну или по-другому, как V0 в квадрате, деленное на 2G, значит, это будет V0, деленное на 2G, на корешочек из 3/8. Вот. Фух. Я-то получаю, что это будет 20 метров в секунду. Делим на 2 на 10 метров на секунду в квадрате. Умножаем на корень из 3/8. Ой, но здесь уже, честно скажу, мне потребуется калькулятор. Почему G? 4G, потому что у тебя, видишь, 1/2. То есть D минимальная, это есть L на синус гамма. Это значит, есть 1/2 на L большое. Поэтому тогда, конечно, когда L большое я подставляю сюда, у меня 1/2 дает четверочку. Вот, получаем 3 делим на 8. Делю, получаю корешочек. И помножаю на 1, то есть 0,62. Ага. То есть получается время Т0 0,62 секунды. Ну, ответ. И это у нас ответ, и вот это у нас ответ. Все. Думаю, может быть, здесь даже не хватает просто реально буковки ответа. Давайте прямо напишем ответ, чтобы прямо дозавершить эту задачу. Т0 0,62, а D минимальная 10 метров. Все. Здесь напишите тогда, что ж у меня с языком сегодня, напишите мне тогда 100, если мы с вами поняли, как решилась вся эта задача, если вкратце пробегаться еще раз. Я сказал, что если мы с вами смотрим со стороны Земли, то есть просто я вот стою на Земле и смотрю за тем, что происходит. У меня камень Б двигается по этой траектории, камень А двигается по этой траектории. И в некоторый момент времени они оказываются на некотором расстоянии D маленькое. Угу. И как найти это D минимальное, ну фиг его знает, это какая-то жесть. Поэтому тогда я перехожу в систему отсчета камня А. Он у меня в этой системе отсчета покоится, и он будет видеть, как камень Б двигается вдоль этой прямой. Это мы с вами поняли из закона сложения скоростей. Вот у меня камень Б здесь двигается. И мы понимаем, что в некоторый момент времени расстояние D маленькое будет такое. Но когда оно будет минимальное? Когда у нас D маленькое станет высотой в этом треугольнике, который я здесь отобразил. Но тогда остается чисто уже дело за геометрией. Вот, геометрию мы с вами расписали, относительную скорость нашли и узнали, как у нас соотносится бета плюс гамма. Самое главное — это найти связь между альфа и бета. А здесь мы воспользовались настильной траекторией. Так, погнали тогда дальше. Поэтому если ты захочешь поступить в вуз без всякого там ЕГЭ, не переживав на тему там 100 баллов, 80 баллов, либо 70 там что баллов получается, а просто взять и затащить олимпиадку и за механику быть спокойным, то для тебя эта смена Ньютон будет самое то. Она и готовит людей с любого начального уровня до уровня перечня плюс. То есть до уровня того, что ты сможешь спокойно решать задачи и понимать задачи физтех-олимпиады, Росатом-олимпиады, некоторые, может быть, с региона и так далее. И на этой смене мы с вами будем учиться чувствовать, понимать всю физику процесса. Это самое ключевое и самое главное. Переходи по ссылочке в описании, применяй этот супер промокод JUN, который дает скидку в 10%, особенно если ты возьмешь бандл, то у тебя будет Tesla электростатика со скидкой в 50%, потом еще Фарадей магнетизм со скидкой в 70%, и оптика бесплатно. И сверху все это отшлифуешь промокодиком JUN, ой, ляпота просто происходит. Поэтому ссылочка в описании, присоединяйся и давай начинать жестко ботать.